Скажите, а вы ревнивы? Или, может быть, у вас партнер очень сильно ревнивый, и тогда вам полезно узнать про тему ревности. Это видео посвящено как раз этому. Как устроена ревность, откуда она берется, какая она бывает, и что делать, если вы ревнивы. Итак, ревность – это такой эволюцией встроенный в нас процесс. То есть в природе очень нужно, чтобы мы иногда ревновали, потому что ревность помогает нашему выживанию. Ревнуем мы только тех, кто нам очень важен, дорог и без кого мы не можем. Ревнуют не только муж жену, жена мужа. Ревность гораздо шире. Например, ребенок, даже маленький, уже ревнует маму к кому-то. Научно доказано, замечено, что уже 6-месячные дети способны ревновать свою маму. Поэтому, когда вам говорят, что ревность – это только по причине низкой самооценки, нет. Ревность в нездоровой форме проявления действительно связана в какой-то степени с самооценкой, но сама по себе ревность в природе нормальна и должна служить на пользу нам. Но очень часто она мешает нам жить. Поэтому ревность бывает в здоровой форме проявления и не в здоровой. Как отличить? В здоровой форме проявления ревность помогает. И случается тогда, когда партнер действительно дает нам какие-то причины себя поревновать. Когда он выбирает не меня, и у меня есть чувство, что я его теряю. Когда я хочу, чтобы он уделил мне внимание, чтобы он только со мной разговаривал, только меня замечал, только меня хвалил, а он делает это по отношению к кому-то другому. Важно сейчас, кого я считаю конкурентом. Ревность, хотел сказать вредность, ревность, она показывает, кого мы считаем конкурентами, кто потенциально опасен, может занять наше место. Ревность в нездоровой форме, когда она совсем деструктивна, это когда я ревную даже тогда, когда у меня вообще нет повода и причины. Есть, например, такой тип людей, которые только через ревность понимают, что их любят. И тогда этот человек постоянно хочет доказательств. Например, женщина, которая понимает, что муж ее любит, только когда он ее ревнует к кому-то. И такая женщина будет подстраивать специально какие-то ситуации, чтобы муж ее приревновал. И она снова почувствовала себя любимой. Кстати, интересная может быть причина, почему у женщины так бывает. Например, один из вариантов, почему так. Когда мама постоянно ревновала дочку, например, к папе, и тогда дочка понимала, что мама меня любит только когда она начинает делить меня с папой. Это один такой самый частый, самый первый приходящий на ум вариант. Конечно же, причины могут быть индивидуальные и разные. Это всегда нужно копать с психологом, если вам вдруг почему-то полезно и хочется узнать, в чем причина, почему я ревнивая. Но самое главное, делаем вывод. Нездоровую ревность, совсем деструктивную, мы узнаем по такому проявлению, симптому, что человек ревнует там, где вообще на пустом месте, вообще нет причин. А он ревнует, а он ищет поводы приревновать. Хотите узнать еще больше про ревность, а главное, что с ней делать, если вас ревнуют? Подписывайтесь обязательно на этот канал, ставьте лайк, и следующее видео на этом канале выйдет как продолжение, в котором я расскажу, как отличается мужская и женская ревность, и что делать, если вас ревнуют, потому что обычно это бывает неприятно. А в этом видео я расскажу дальше о том, что же делать, если вы ревнивы. Первое. Определите, пожалуйста, вы ревнивы в этих отношениях, потому что партнер постоянно дает вам повод на самом деле. Вот прям честно себя спросите, правда ли он дает повод? Или вы как будто слишком насторожены и слишком присматриваете, слишком проверяете? Потому что в зависимости от вашего ответа будут два варианта, что дальше с этим делать. Если партнер, правда, дает вам постоянно повод ревновать, то нужно терапевтировать сами отношения. Не вас, с вами все в порядке. Потому что в отношениях нам очень важна безопасность и предсказуемость.
Если мой партнер постоянно непредсказуемый и постоянно дает мне реально основания думать, что в наших отношениях что-то не в порядке, то обязательно нужно уделить внимание отношениям и с ним договориться, как мы будем дальше, чтобы мне было безопаснее. Если вы, отвечая на этот вопрос, заметили, что на самом деле партнер особо-то причин не дает, а я какая-то слишком настороженная или я какой-то слишком настороженный, то терапевтировать нужно вас. Да, тогда вам искренняя рекомендация: найдите себе специалиста, психолога по душе, по карману, да, по возможностям, к кому вы сможете ходить какое-то длительное время и разбираться с вашей травмой отношений. Потому что ревность – это травма отношений, когда я в отношениях не могу доверять, и мне все время приходится перепроверять. Значит, в прошлом был какой-то опыт, где вы в отношениях травмированы, где вы получали какие-то неожиданные стрессы и трудности, и поэтому вот эта настороженность сохранилась. Если у вас есть какие-то вопросы по теме ревности, по теме отношений, пожалуйста, задавайте их внизу в комментариях под этим видео. Ну и подписывайтесь. Следующее видео на этом канале будет как продолжение, да, на тему ревности. До встречи!